Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Предлагаю связать очень практичный в деловом стиле жилет для активных стильных женщин. Это просто идеальный вариант повседневной одежды, мое мнение. Вяжется несложным вертикальным узором. Отличительная особенность модели – его высокая планка по вырезу горловины, свободный крой, то есть в стиле оверсайз связана модель, очень удобная и интересная в плане визуальном. Да? Такой нейтральный цвет мы будем сегодня, бежевый цвет, использовать в пряже. И, в общем-то, давайте, если вам интересна эта модель, давайте детально сегодня рассмотрим. Будем составлять описание для 44 по 54 российские размеры. Мы будем с вами составлять полнейшую инструкцию по вязанию, все детально прорабатывать. И, конечно же, я нарисовала схему узора. У нас вот эти интересные косы непростые, девочки. Эти косы с дырочками. И вы сейчас поймете, о чем идет речь. Я сейчас вам покажу образец, который мы будем с вами вязать. И, конечно же, пряжу. Итак, смотрим. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания нашего жилета я выбрала шикарную пряжу. Мне она очень нравится, моя любимая. Ярнард Merino Deluxe 50. Турецкого производства пряжа. Мадейм Турки. Видите, да? Мы будем использовать 511 цвет. У нас с вами в составе 50% шерсть и 50% акрил. 100 грамм 280 метров. Пряжа просто шикарнейшая. Цвет, вы видите, такой приятно какой-то бежево-кофейный, я бы так сказала. Очень красивая. Получается у нас с вами коса. Вот это основной узор, это коса с этими красивыми такими дырочками. Получается коса немного ажурная. Добавляют изюминку этот узор, конечно. Жгутики у нас с вами идут. Тоже очень выразительно обрамляют центральную вот эту косу. Вот, вяжется коса совсем не сложно. Сегодня я вам продемонстрирую прием, как это сделать быстро и аккуратно. Вот эти перекрещивания у нас идут. 3 петли на 3, да? Вот. Я думаю, что все у нас получится и не будет никаких сложностей у новичков. Ну, а те, кто уже продвинутые вязальщицы, прекрасно знают, что вязать вот эти перекрещивания без дополнительной спицы вполне приемлемо и можно легко это освоить. Это просто техника. Так, мои хорошие, давайте сейчас с вами будем смотреть схему узора. Спицы я использую номер 4. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Значит, по центру у нас изображена наша коса на 9 петлях в ширину. Пустая клеточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Этот знак обозначает перекрещивание 4 петель налево. А вот этот знак обозначает перекрещивание 6 петель налево. И это зеркально 6 петель перекрещиваем направо. Вот этот треугольник прямоугольный обозначает 2 вместе лицевой. И это кружочек обозначает накид. Все, девочки. Вот такая простейшая схема вязания. У нас есть с вами выкройка. Все размеры я сегодня в расчетной части буду озвучивать. Здесь вы видите просто конструктивно, как у нас вяжется спинка и перед снизу вверх вяжется. Самая сложная деталь – это сформировать скос и вырез по переду.
а все остальное вяжется по прямой. Прямо вяжется и сшивается. Боковые части и плечи сшиваются. Здесь необходимо затем на дополнительные спицы, на круговые, поднять планку и вязать ее на определенную высоту. Планка у нас высокая. Все подробности мы будем с вами сейчас проговаривать после того, как свяжем образец. И вот такое описание у нас в результате получается. Я его всегда составляю и выкладываю под видео, девочки. Под видео читайте вот эту инструкцию по вязанию. Там все подробно, значит, вся последовательность ваших действий при вязании описана. Пожалуйста, читайте самостоятельно. Я здесь, в общем-то, зачитывать это считаю нецелесообразным. Давайте приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 31 петлю. У нас будет с вами по центру большая коса на 9 петлях и с двух сторон 2 жгутика по 4 петли в ширину. Вяжем с вами, девочки, первый ряд. Первый ряд у нас узора. Кромочная, 3 изнаночные. Это будут изнаночные, которые будут вязаться, разделяя наши мотивы, наши жгуты и косы. Затем в жгутике будут перекрещивания 4 петель налево. Для этого я беру правой спицей, снимаю все 4 петли на правую спицу. И у нас с вами первые 2 петли будут перед работой. Видите, я их левой спицей вот таким образом перемещаю на левую спицу. А те, которые у меня за работой, 2 петли, они остаются за работой, и я их с помощью правой спицы возвращаю на левую. И у нас получается вот такое перекрещивание 2 на 2. И все 4 вяжем лицевыми. Связали. Дальше тут опять 3 изнаночные. И начинается наш с вами коса на 9 петлях. В ней в первом ряду будут перекрещиваться 6 петель направо. 6 петель также снимаем на правую спицу. Первые 3 петли будут за работой. Следующие 3 петли будут перед работой. Для этого левой спицей сзади первые 3 петли я снимаю. Высвобождаются следующие 3 петли, которые я возвращаю на правую спицу. Вот такая техника, несложная. Перекрестили 3 на 3 направо, и все 6 вяжем лицевыми. Но поскольку у нас с вами будет дырочка, лицевыми вяжем первые 4, а последние 2 вяжем 2 вместе одной лицевой с накидом. И далее идут 3 лицевые. Чтобы сделать вот такую дырочку, девочки, видите, отверстие красивое, кокетливое. Далее вяжем 3 изнаночные. И снова наш с вами жгут. В жгутике у нас будет перекрещивание 4 петель налево. Я только что показывала, как это сделать. Надо тренироваться, чтобы довести данное движение до автоматизма. Берем 4 петли, снимаем их на правую спицу. 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Видите, да? Никуда эти петли не денутся. Мы их с помощью правой спицы возвращаем на левую. Все. Все 4 вяжем лицевыми. Связали жгутик. Далее у нас идут 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все отлично. Все четные ряды, которые будут являться изнаночными, мы вяжем, как смотрят петли, а накид провязываем тоже изнаночный. Девочки, третий ряд, 5 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. То есть изнаночные, там где изнаночные, изнаночные, там где лицевые, лицевые. Давайте я с вами свяжу 3 ряд, а 5 вы свяжете самостоятельно. Вяжем 3 изнаночные, 4 лицевые в жгуте, снова 3 изнаночные,
9 лицевых в косе, 3 изнаночные, 4 лицевые в жгуте и опять 3 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем наше вязание и 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд, 5-й мы связали самостоятельно, как 3-й, и теперь в 7-м ряду снова перекрещивание, девочки. 3 изнаночные первые идут, затем в жгуте перекрещиваем 4 петли налево снова, да, то есть у нас раппорт нашего жгута с вами, мы связали полностью раппорт, и он у нас составил 6 рядов. Перекрестила я, девочки, связала как 4 лицевые. Далее идут 3 изнаночные. И в нашем с вами, в нашей косе в большой вяжем следующим образом. 3 первые идут лицевые. Затем перекрещиваем с вами 4 петли, 6 петель налево. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3, видите, за работой. С помощью правой спицы я возвращаю эти 3 петли за работой, которые на левую спицу. Перекрестили налево 6 петель и вяжем их как лицевые. Но имейте в виду, мы делаем дырочки, да? Поэтому сейчас мы делаем с вами накид. Вяжем 2 вместе одной лицевой и 4 лицевые вяжем уже тогда просто без изменений. Понятно, да? Если дырочки делаете, то делайте как я. Далее идут 3 изнаночные и 4 петли перекрещиваем в жгуте налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами. И все 4 вяжем лицевыми. Связали. Далее идут 3 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Итак, связали с вами 7-й ряд. Переворачиваем на 8-й ряд. Вяжем, как смотрят петли. Накид вяжем изнаночной петлей. 5-й ряд будем вязать, как смотрят петли. Он также у нас будет вязаться, как 3-й, 5-й, да, то есть 9-й и 11-й ряды мы вяжем, как смотрят петли. Смотрите, как я показываю. 3 изнаночные, 4 лицевые в жгуте, снова 3 изнаночные, 9 лицевых в косе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова 3 изнаночные. В жгуте 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. И смотрите, 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд вяжем, как смотрят петли. 12-й ряд вяжем, как смотрят петли. Все. И с 13-го ряда у нас идет повтор раппорта с 1-го ряда. То есть раппорт вот этой большой косы составляет 12 рядов в высоту. Итак, девочки, узор наш связан. Наша задача сейчас сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность вязания. Горячим паром обдаем наш образец. И давайте его потянем. Он влажный, пластичный очень становится. Вот, его хорошо тянуть. Нам надо обратить внимание на кромочные вот эти вот крайние петельки. Их надо выпрямить.
Еще разочек полотно. Давайте оставим сохнуть образец. Сейчас мы будем делать с вами измерение плотности. Для этого наш высохший образец укладываем на ровную поверхность. Берем простую линеечку и измеряем ширину. Ширину образца. Итак, в моем случае это 15 сантиметров. Мы набирали 31 петлю. 31 мы разделим на 15. Получаем число 2. В 1 сантиметре 2 петли ровно умещается. И я думаю, что это надо записать, чтобы не забыть. Пишем в 1 сантиметре 2 петли. Дальше вертикальная плотность. Измеряем длину. Длину образца связанного. 13 сантиметров у меня. И давайте посчитаем ряды. У меня 29 рядов, и мы будем делить на 13 сантиметров. Получается вот такое число. 2,2. Запишем, что в 1 сантиметре по вертикали умещается 2,3 ряда. Все. Сейчас будем делать расчеты с этими цифрами. Это очень важные цифры. Итак, у нас с вами вот такая будет, девочки, сегодня участвовать выкройка в расчетах. И мы будем рассматривать сегодня размеры российские. 44, 46, 48, 50, 52, 54. И давайте сразу посмотрим. Конструктивно у нас спинка, перед вяжется одинаково. Различия в вырезе горловины. У переда есть вырез, у спинки нет. У нас отличительная такая конструктивная особенность скос плеча, а остальное все очень просто вяжется по прямой. Есть планка высокая довольно, 8 сантиметров в высоту, вяжется резиночкой 1 на 1. Для планки мы набираем на спице номер 4, 93, 101 и 111 петель. В последнем изнаночном ряду планки мы прибавляем 10 петель равномерно. И у нас становится на спицах 103, 111 и 121 петля. И начинаем распределять узоры. Почему именно столько петель? Смотрите, для первого размера я делаю ширину 51,5 сантиметров. И в петельном эквиваленте, используя нашу плотность по горизонтали в 1 сантиметре 2 петли, у меня получается 51,5 на 2 будет 103 петли. Второй размер также считаю на 48,50. Ширину мы берем 55,5 и это 111 петель. Для третьего размера мы берем ширину 60,5 сантиметров и в петельном эквиваленте это 121 петля. Петли будут располагаться следующим образом. Для того, чтобы понять эту схему, я сейчас вам покажу схему узора. Нашу схему узора давайте еще раз внимательно посмотрим. У нас с вами большая коса по центру, это 9 петель занимает, и маленькие жгуты по 4 петли. Ну вот, в ширину я имею в виду. Вот, поэтому 9 петель обозначает наш жгутик, 4 нашу косу, 4 петли обозначает жгут. И 3 изнаночные между всеми вот этими нашими узорами, да? Коса, жгут. Итак, смотрите, 9 обозначает нашу косу, 3 внизу обозначает 3 изнаночные. И вот таким образом у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз. 7 кос идут у нас. Одна по центру и с двух сторон по 3. Вот. Затем между ними по 3 изнаночные. И, как вы видели у
модели у нашей на фотографии. Еще здесь идут в обрамлении, центральная наша коса в обрамлении на 4 петлях 2 жгута идут. Видели, да? Вот тут же я также это учла. То есть начинаем кромочная, 3 изнаночные, 9 петель коса, 3 изнаночные, опять 9 петель коса, 3 изнаночные и так далее. Вот здесь, где 4, это жгут. И здесь тоже, где 4, это жгут. Сделайте, пожалуйста, для себя скрин, девочки, чтобы было понятно, как располагать узоры. Для второго размера у нас надо добавить 8 петель. И я добавила их как 4 лицевые справа, 4 лицевые слева. И вы можете их не как лицевые вязать, а как жгут, например, также перекрестить петли 2 на 2. Вот, либо оставите просто полоску 4 петли лицевые. Это на ваше желание, на ваше усмотрение, как хотите. Так, и третий размер у нас здесь добавляется еще одна коса. Справа коса, слева коса на 9 лицевых петлях. То есть начинаем кромочная 9 лицевых. И затем пошли как по схеме. Завершается 3 изнаночных, 9 лицевых, кромочная. В сумме это 121 петля. То есть расположение узоров на все размеры одинаковое, за исключением вот этих особенностей, которые я сейчас озвучила. Мы не вяжем с вами здесь никакую пройму. Высоту проймы я сделала 25 сантиметров. Вы можете эту высоту менять по своему усмотрению. Как сформировать скос плеча, подробно рассказываю в описании под видео. Сейчас только скажу, что высота скоса составила 4 сантиметра в петельном эквиваленте. Это, вернее, в рядах. Это будет 8 рядов. Как считала, 4 сантиметра я умножила на нашу плотность по вертикали 2,2 и получила 8 рядов. 8 рядов. То есть скос у нас будет на 8 рядах, и в каждом втором ряду мы будем делать с вами последовательно определенное количество петель закрывать. Имейте это в виду, так будет формироваться наш скос. Более точно читайте в инструкции под видео. На вырез горловины у нас с вами придется на первый размер 39 петель, второй 43 и третий 45 петель. Это ширина 20 сантиметров я взяла на первый размер и далее увеличивала на несколько петель в зависимости от размера. Вот такая особенность. Общая длина изделия по моим данным будет 63, 64, 65 сантиметров. Мерка это сугубо индивидуальная, девочки, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Здесь необходимо свои личные коррективы внести в мою инструкцию под видео. Моя инструкция рассчитана именно на эту длину изделия. Обязательно применяйте вертикальную плотность. Любой вертикальный размер, пожалуйста, переводите сразу в ряды. И вяжите порядно, считая свое полотно, а не измеряя сантиметрами. Высоту выреза горловины у переда я сделала 8 сантиметров, и это учла в своем описании под видео. Имейте это в виду. Там все вот эти размеры вертикальные проставлены, именно в рядах стоят. Так, в принципе, вот и все мое объяснение. Это очень простая модель, очень все просто вяжется, в принципе, и узор тоже несложный. Я думаю, что вы, девочки, справитесь, что это интересное жилет заслуживает вашего внимания. И я желаю вам удачи, до новых встреч!